Всем добрый день, меня зовут Вера Мазепина, и в сегодняшнем видеоуроке мы будем учиться с вами плести серьги из бисера в стиле Оскар де ла Рента. Для работы приготовьте 2 небольших отрезка из атласной ленты, чешский бисер номер 10 синего и белого цвета, мононить, обычная швейная нить, 2 швензы, игла для бисера, и также нам потребуется 2 заготовки из оплетенных бусин, процесс плетения которых вы можете посмотреть из предыдущих видеоуроков. Приступаем. Первое, что мы делаем, мы продеваем в иголочку для бисероплетения обычную швейную нить и закрепляем на ее конце простой узел. Далее нам потребуется небольшой отрезок атласной ленты. Для изготовления такого рода сережек обычно используют фетр. Но если его нет под рукой, атласная лента прекрасно его заменяет, поэтому в данном случае мы будем использовать ленту. Итак, взяли небольшой отрезок ленты, края я опалила огнем, чтобы они не распускались. И все, что мне нужно в данный момент, это закрепить на краю ленточки узелок. Провожу через край ленты нить с иголком и закрепляю в обычный узелок. Как вы закрепите узелок, все зависит от ваших навыков, как вам удобно. Я вот закрепила вот таким образом. И теперь буду приступать к нанизыванию бисерин. Продвигаю к работе наш бисер. Для данных сережек я выбрала 2 расцветки, синий и белый. Это совсем не обязательно, вы можете использовать однотонные сережки. Ну вот мне показалось, что двухцветные серьги будут довольно интересными. Итак, набираем на иголку сначала синий бисер, набираем 30 бисерин. Набрали на иголку 30 бисерин синего цвета, продвигаем их к нашей ленточке, а затем набираем на иголочку еще немного бисерин, которые будут состоять у нас уже из белого и синего оттенка бисерин, вот в таком узоре. Белое, синее, 3 белых, еще 1 синяя. Но опять же повторяюсь, это делать совсем не обязательно. Если вы хотите сделать однотонные серьги, просто набираете тот бисер, который вам нравится по цвету, и количество бисерин на ниточке может и должно быть зависеть от вашего желания. То есть можете набирать короче, можете набрать длиннее. В общем, все по вашему вкусу. Итак, набрали мы на иголку с ниткой первый ряд бисерин. Теперь смотрите, что мы делаем. Отодвигаем последнюю синюю бисерину, отодвинули, берем иголку и проводим назад к ленточке по всем набранным на ниточку бисеринам. Можно сделать это в 2 этапа, если набор бисерин довольно большой. Вот так потихоньку возвращаем ниточку назад к ленточке через все бисеринки и выводим. Поправляем ниточку пальцами. Смотрите, вот здесь наша последняя бисерина, которую мы пропустили, и затягиваем, удерживаем бисер пальчиком и затягиваем аккуратненько, чтобы ниточка у нас вся скрылась. Вот так. Все, и затянули. Повторяю еще раз. Пропустили последнюю бисерину и иголочкой с ниткой прошлись назад по всем бисеринам к ленточке. Вот так. Далее закрепляем узелочек. Можем провести в то же отверстие. Вот так. И отступаем от первого ряда бисерин буквально несколько миллиметров, прокалываем иголочкой ленту совсем прям рядышком с предыдущей
выводим ее и набираем следующий ряд бисерин. Как вы уже поняли, в точно таком же узоре, в точно таком же количестве бисерин. Набрали на иголочку второй ряд бисерин. Также продвигаем ряд к нашей ленточке. Пропускаем первую, точнее последнюю бисерину. Просто отодвинули ее. Отодвинули. Пропустив ее, проводим иголочку через все бисерины назад к ленточке. Вывели иголку с ниткой назад к ленточке. Точно так же захватываем ее стежком. Отступаем от этого ряда снова несколько миллиметров. Проводим иглу и набираем третий ряд. И таким образом двигаемся вдоль ленты и набираем столько бисерных рядов, сколько вам хочется. Если нитка на иголке будет в ходе работы постепенно заканчиваться, закрепляем узелок на ленте, вдеваем в иголку новый отрезок нити и продолжаем набирать ряды. Я пришила к ленте 15 бисерных рядов. И теперь нам необходимо свернуть ленточку в плотный жгутик. Не обрезая оставшийся край ленты, мы находим начало ленточки, где мы стали пришивать рядочки, и начинаем сворачивать его в обычный жгутик. Вот так, просто заворачиваем его. Заворачиваем мы его с лицевой стороны, плотненько-плотненько, и старайтесь сделать это ровненько. Для удобства я могу посоветовать взять снова иголочку с ниточкой. И когда вы будете скатывать наш валик, то есть жгутик, время от времени прихватывайте, наживляйте его иголочкой, чтобы ленточка ровно-ровно прилегала к друг дружке, и жгутик в конце концов был ровным. Вот так сделаю несколько стежков, кладу иголочку и снова продолжаю заворачивать жгутик. Прям с ниточкой от иголки. Вот так. Снова наживлю ниточкой, чтобы ленточка не сползала, ровно прилегала, и продолжу сворачивать. Сворачиваем мы до конца ленты. Ровненько-ровненько, край к краю. Иголкой, хочу сказать, с ниткой сильно не затягивайте, буквально просто прихватите, чтобы валик был ровный. Если вы будете работать с фетром, то, может быть, кому-то он покажется удобнее и даже обойдется без нитки с иголкой. Но даже с ним я советую для страховки все-таки использовать ниточку с иголочкой, чтобы валик был ровным. И двигаемся таким образом до конца. И последний край. Пройдусь несколько раз.
Все. Получился у нас вот такой вот валик. И вот такая вот гроздь из бисерных рядов. Что мы делаем дальше? Ниточка у меня еще длинная. Не буду добавлять новую. Проводим ниточку с иголкой в самый край валика, который возле бисерин находится. Даже, наверное, еще поближе. Вот здесь. Провели. Вот видите, где у нас выходит иголочка? Прям вот, где начинаются бисерины. И теперь набираем на иголку с ниткой синий бисер. Набрала на иглу с нитью синий бисер. Набрала его пока на глаз, то есть не считала. Продвигаю его к нашей бисерной заготовочке, вот сюда, в самое начало. И начинаю огибать бисером нашу ленту по ее диаметру. Вот так. В том месте, где бисерины встретились друг с другом, убираю лишние бисеринки. Далее вы можете подсчитать, сколько здесь бисерин было набрано. Беру иголочку и провожу в первые бисеринки. То есть просто смыкаю колечко. Вот так. Затянула. И смотрите. Начало нашего валика из ленты начинается прятаться под бисерным кольцом. И чтобы наше колечко теперь не сползало, никуда не убегало, еще раз мы его подзатянем и просто прихватим иголочкой к ленте. Делаем несколько стежков с разной стороны. Ну вот, например, здесь. Провели стежок. Теперь можно вывести иголочку в противоположную сторону. И здесь прихватить. Прихватываем, затягиваем. Вот так. Все. Колечко никуда не соскользнет. Можем набирать на иголочку второй ряд. Набрали бисер. Продвигаем к первому колечку. И точно так же огибаем вокруг нашу ленточку. Вот таким образом. Немножко стягиваем, чтобы каждый ряд был немножко уже предыдущего. Стянули, смотрим. Одна бисерина, мне кажется, лишняя. Убираем. И смыкаем ряд в колечко. Проводим начальные бисерины в 2-3 бисеринки. И затягиваем. Затягиваем. И на ленте уже получается 2 кольца. Точно так же прихватываем ряд иголочкой к ленте, чтобы он ровненько прилегал и не соскакивал. Можно прихватывать в тех местах, где вы считаете это необходимо. Можете прям двигаться по всему кругу, через 1-2 бисерины прихватывать. Можете сделать это просто в нескольких местах. С одной, например, и с другой стороны. Так, я прихватила 2 раза с одной стороны. С другой стороны тоже прихвачу. Итак, прихватили, сомкнули второе колечко. Набираем следующий бисер. Снова набрали бисер, продвинули к нашей ленте и огибаем ее бисером. В том месте, где бисеринки встретились, смотрим, достаточно нам бисера. Если нет, добавляем. Если много, убавляем. И закрепляем, просто соединив его с начальными бисеринами. Затягиваем. Напоминаю, что каждый ряд у вас должен быть немножко уже предыдущего, чтобы в конце, когда полностью все ряды будут набраны, у вас получилась вот такая вот форма пирамидки. Итак, набрали 3-й ряд, точно так же прихватываем его в разных местах и двигаемся так до конца нашей ленточки. Итак, обвернули весь наш валик
колечками из бисера, дошли до самой верхушки. Последний ряд очень хорошо прихватили бисера в разных местах, чтобы колечко не соскочило. И теперь хочу сказать, что мастерицы при изготовлении данных серег делают ряды на убавление, то есть полностью смыкают и замыкают вот эту вот пирамидку из бисерных колец. Но я хочу вам показать более упрощенный вариант. Мы будем собирать сережку на обычной швензе, используя вот такой вот оплетенный шарик. Это обычная бусинка, оплетенная бисером. Итак, у нас вот здесь вот осталась ниточка от последнего ряда. Мы берем, сажаем нашу бусинку вот так. Вот она прям попадает в серединку и пришиваем. Для пришивания бусинки я могу вам посоветовать использовать не обычную швейную нить, а мононить. Она очень тонкая, прочная. И пришиваем ее, прихватывая к жгутику с бисером с разных сторон. Прям столько раз, сколько это необходимо. Прям можно много-много раз с каждой стороны продеть вот в бисеринку и затем в валик. Проходимся плотненько с каждой стороны, чтобы в конце концов бусинка очень плотно была пришита. Пришили к бисерной заготовке нашу бусинку. К верхушке бусинки также с помощью мононити пришиваем швензу через петельку. И получаем вот такую вот интересную сережку. Таким же способом изготавливаем вторую сережку и любуемся результатом. Хотелось бы также немного сказать о названии самих серег. Оскар. Свое название они берут от известного американского модельера Оскара де ла Рента, имя которого является настоящим брендом в стиле моды. И название серег Оскар вы можете встретить как из бисера, потому что их существует большое количество, но если брать сережки Оскар из бисера, они могут идти как на клипсах, так и на обычных швензах, вот как в моем случае. Еще хочу сказать, что, наверное, каждая мастерица пытается внести в сборку какие-то свои штрихи, как-то ускорить, не побоюсь этого слова, процесс плетения, сборки серег. И поэтому сегодня я вот тоже вам показываю вот такой, как мне кажется, более упрощенный вариант изготовления данных сережек. Если вам понравился такой вариант, ставьте лайк, оставьте свои комментарии, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А всю необходимую фурнитуру, бисер вы можете приобрести в нашем интернет-магазине всембусики.ру. Спасибо большое за просмотр. До свидания.